Есть вещи, которые мы разжаловали так уверенно, что перестали смотреть на них внимательно. Плутон – один из таких случаев. Решение было принято, статус изменен, учебники переписаны, и где-то в коллективном воображении человечества этот мир переместился в папку с пометкой «Неважно». Карликовая планета. Обломок на краю. Тело без биографии. Но космос не читает наши классификации. Когда аппарат New Horizons добрался до Плутона в 2015 году, после почти 10 лет полета сквозь пустоту, он нес с собой все, что мы знали об этом мире. Размытый диск в телескопе, несколько пятен на снимках, общее ощущение, что там нечего ждать. Мертвый шар, избитый кратерами, замороженный настолько давно, что внутри него не осталось ничего, кроме памяти о первых столкновениях. Мы готовились к руине. Мы нашли живой мир. Первое, что увидели камеры — огромная светлая область в форме сердца, раскинувшаяся на поверхности. Несколько тысяч километров поперек, видное с расстояния, с которого еще нельзя рассмотреть детали, только этот неожиданный символ, повисший на ледяном шаре в 5 миллиардах километров от Земли. Сердце на краю Солнечной системы. Это открытие мгновенно изменило характер миссии, потому что сердце на мертвой планете — это уже не мертвая планета. Ученые назвали эту область Томбо-Регио в честь Клайда Томбо, который открыл Плутон в 1930 году и успел дожить до того, как его открытие разжаловали. Левую долю сердца, где лежит главная загадка, назвали спутник Планития. Равнина размером с половину Соединенных Штатов, заполненная не камнем и непривычным льдом, а замерзшим азотом. Тем самым азотом, который составляет 4/5 земного воздуха и проходит сквозь легкие незаметно. Там, на Плутоне, он лежит морем, медленно течет, медленно перемещается, медленно перестраивает ландшафт. И это первый из многих парадоксов, которые Плутон приготовил для нас. Дело в кратерах, вернее, в их почти полном отсутствии. Спутник Планития — один из старейших объектов в Солнечной системе по геологическому возрасту, но его поверхность почти не тронута кратерами. Для любого тела в космосе это означает одно — поверхность молода. Ее что-то обновляет, что-то разглаживает старые шрамы, что-то не дает этому миру окончательно застыть. На расстоянии в 5 миллиардов километров от Солнца, в месте, где дневной свет тусклее земных сумерек, там происходит геология. Но откуда берется энергия? Вот здесь начинается настоящая тревога. Один из возможных ответов лежит под поверхностью, буквально. Данные New Horizons указывают на то, что под ледяной оболочкой Плутона может существовать, или когда-то существовал, подповерхностный океан. Жидкая вода, запертая под километрами льда. Темная, погребенная, сдавленная временем, солью и холодом. Без приливного тепла, без солнечных лучей, без какого-либо пути наружу. Мы привыкли думать об океане как об обещании жизни, как о чем-то открытом, подвижном, наполненном светом. Но океан Плутона, если он существует, это не колыбель. Это заключение под стражу. Черная камера под ледяным панцирем, где давление измеряется не атмосферами, а эпохами. И все же это важнее, чем кажется. Потому что если жидкая вода может существовать на Плутоне, на таком расстоянии от Солнца, в таком холоде, в таком мраке, то где она еще может существовать? Сколько миров в Солнечной системе и за ее пределами носит под собой такие же темные, запертые моря? Но вернемся на поверхность. Потому что поверхность Плутона — это отдельная история. На ней поднимаются горы, несколько километров высотой. Геологически молодые, возможно, не старше 100 миллионов лет, что по меркам Солнечной системы почти вчера. Но эти горы не из камня в земном смысле. При температурах ниже 220 градусов мороза водяной лед ведет себя как твердая порода. Из него поднимаются хребты и массивы,
способные держать форму миллионы лет. То, что на Земле течет из крана и тает в стакане, там становится скелетом континентов. Это один из образов, который труднее всего принять умом. Лед как строительный материал, вода как горная порода. Мир, где физические категории привычного существования смещены настолько, что сам язык начинает давать сбои. А теперь об атмосфере. У Плутона она есть. Тонкая, разреженная, давление у поверхности примерно в 100 тысяч раз меньше земного, но она есть. Азот с примесью метана и угарного газа. Многослойная дымка, поднимающаяся на десятки и сотни километров над поверхностью. И над горизонтом голубой ореол. Тонкая синяя кайма, видимая на снимках New Horizons. Когда эти фотографии пришли на Землю, они остановили людей в коридорах. Там стояли и смотрели. Голубое небо над Плутоном. Карликовая планета, которую мы отправили в архив, оказалась способна на такое. Этот голубой цвет не признак тепла и не признак жизни. Это знак химии, работающей в ледяном мраке. Солнечное ультрафиолетовое излучение разбивает молекулы метана, и из их обломков собираются более сложные органические соединения – талины. Они медленно оседают вниз, покрывая поверхность тонким слоем рыжевато-красной пыли. Так на льду появляется цвет. Цвет, который на Земле мы связываем с закатом и окислением металла. А там просто химия в темноте. Красота здесь всегда оказывается предупреждением. Есть и еще один объект в этой системе, о котором нельзя молчать. Харон. Формально это спутник Плутона, но по соотношению размеров их правильнее называть двойной системой. Харон настолько велик относительно Плутона, что общий центр масс этой пары находится не внутри Плутона, а в открытом пространстве между ними. Они вращаются вокруг этой точки. Два тела, намертво сцепленные взаимным притяжением. Причем притяжение сделало с ними то, что называют приливным блокированием. Они всегда обращены друг к другу одной и той же стороной. Для Плутона Харон навсегда завис почти неподвижно в небе. Никогда не заходит, никогда не восходит. Для Харона Плутон делает то же самое. Это уже не просто орбита, это взаимное заключение. Два мира, обреченные смотреть друг на друга в мертвом свете далекого Солнца, миллиарды лет, без права отвернуться. На Хароне нашли глубокие каньоны, следы разломов длиной в тысячи километров и темную полярную шапку, Мордор-Макула, покрытую сложными органическими соединениями. Часть этих веществ, судя по всему, прилетела с самого Плутона. Атмосфера Плутона испаряется, молекулы улетают в пространство, и некоторые из них оседают на полюсе Харона. Даже в этой мерзлой двойной системе материя не лежит спокойно. Она мигрирует. Путешествует от одного мира к другому. Химия работает даже здесь. Теперь нужно сказать о том, что все это значит в более широком смысле. Плутон находится в поясе Койпера, огромном скоплении ледяных тел за орбитой Нептуна. Мы долго думали о поясе Койпера как о свалке, месте, куда Солнечная система сбросила то, что не пригодилось при строительстве планет. Обломки, остатки, материал без истории. Плутон изменил этот взгляд необратимо. Если один объект на краю системы оказался настолько сложным, с горами, атмосферой, геологически активной поверхностью, возможным подповерхностным океаном, то что скрывают другие тела в этой дальней тьме? Сколько еще ледяных миров ждут своего аппарата? Сколько планет выглядят мертвыми только потому, что мы смотрим на них слишком издалека и слишком мало? Пояс Койпера не свалка. Это архив. Там хранятся тела, которые почти не изменились с момента рождения Солнечной системы. Там лежит химическая и физическая летопись первых эпох. И там, среди этого архива, Плутон оказался не самым скромным экспонатом, а одним из самых красноречивых свидетелей. Он хранит память о том, как лед может быть текучим. Как едва заметный свет далекой звезды способен лепить атмосферу и запускать сезонные циклы. Как слабая гравитация удерживает небо, которое медленно падает обратно на поверхность инеем.
Когда же на самом дальнем рубеже система продолжает работать, меняться, сопротивляться тому, чтобы стать полностью мертвой. Но во всем этом есть сторона, которая не отпускает. Плутон красив именно потому, что он нечеловеческий до предела. Его ледяные равнины, голубые дымки над горизонтом, горы из замороженной воды, сезонные ветры метана – все это восхищает ровно до тех пор, пока между нами и им остаются миллиарды километров. Красота Плутона существует только на безопасной дистанции. Стоит убрать ее, и романтика исчезает немедленно. Там нет ни одного места для человека, ни одной долины, где можно вдохнуть, ни одной поверхности, к которой можно прикоснуться без защиты, которой у нас нет. Ни одного звука, потому что звуку почти не в чем распространяться. Там само понятие «снаружи» означает мгновенную смерть. Не борьбу, не попытку выжить, а просто прекращение. Давление настолько ничтожно, что открытые жидкости тела немедленно начнут испаряться. Температура настолько низка, что биохимия остановится прежде, чем мозг успеет зафиксировать происходящее. Плутон не враждебен человеку, он просто равнодушен. И это страшнее любой враждебности. Когда мы смотрим на Землю после Плутона, она кажется не просто домом, она кажется невероятным исключением. Миром, где вода остается жидкой, где атмосфера достаточно плотна, чтобы нести звук и тепло, где расстояние до Солнца подобрано с такой точностью, что жизнь не только возникла, но и продолжается уже почти 4 миллиарда лет. Земля и Плутон принадлежат одной системе только в математическом смысле. В смысле существования между ними почти бездна. Именно это Плутон сделал для нас. Он показал, насколько редко сочетаются условия, при которых возможно то, что мы называем обычной жизнью. И еще одно. Самое тихое открытие из всех. Мы разжаловали Плутон в 2006 году. Решение было принято большинством голосов на Ассамблее астрономов. И формально оно правильное. Есть четкие критерии того, что считается планетой, и Плутон им не соответствует. Но в этой истории есть ирония, которую трудно не заметить. Мы убрали Плутон из списка важных объектов, а он оказался одним из самых важных. Мы думали, что знаем, что там найдем, а он приготовил для нас голубое небо, ледяное сердце, горы из воды и, возможно, океан в темноте под ногами. Мы смотрели на него десятилетиями, как на точку в телескопе, а он все это время медленно менялся, дышал своей тонкой атмосферой и ждал, пока мы наконец доберемся до него достаточно близко, чтобы увидеть правду. Правда оказалась такой. На самом дальнем рубеже Солнечной системы, там, где мы ждали тишины и неподвижности, нас встретил мир. Со своим лицом, своей историей и своей медленной, упрямой ледяной жизнью. Не такой жизнью, которую мы ищем, не такой, которую мы понимаем, но движением, да. Изменением, да. Процессом, который не остановился, несмотря на все, что должно было его остановить. Плутон не просил о реабилитации. Он просто существовал. И продолжает существовать. В темноте, на краю, в 5 миллиардах километров от ближайшего тепла. Красивый издалека. Равнодушный ко всему остальному. Именно поэтому его так трудно забыть.